Всем привет! Сегодня костер, который называют камин, рефлектор или американский камин, и который очень часто встречается, буквально пестрит и в литературе, и в интернете. Если в любом поисковике написать виды или типы костров, то вам вывалится миллион картинок, среди которых обязательно будет вот этот американский камин. Я его никогда в жизни не делал, но, следуя собственному же правилу, проверять все на практике, решил сегодня попробовать. Этот костер позиционируют как костер с автоматической подачей дров. Якобы нижние бревна будут сгорать, и постепенно вот эта вся стопка будет опускаться. Я к этому костру, скажу сразу, отношусь скептически. В автоматическую подачу дров, если честно, мне не очень верится. Но сегодня, опять же, мы на практике все это увидим. Для чистоты эксперимента, чтобы проверить автоматическую подачу дров, я специально убрал все сучки, что вот с этих опорных бревен, что с бревнышек горизонтальных, чтобы бревна друг за друга не цеплялись и не препятствовали этой самой автоматической подаче. Мне очень хочется увидеть, действительно ли это работает так, как рассказывается или показывается. Почти везде показывают и рисуют такой некий классический способ, когда вот эти два вертикальных опорных бревна подпираются сзади кольями. Я этого делать не стал и опер эти два бревна на валежину. Сразу хочу сказать, что подготовка этого костра достаточно длительная. Вот посчитайте сами, сколько здесь бревен и сколько нужно сделать разрезов ручным инструментом. Окупятся ли эти затраты на подготовку такого костра? Ну вот прошел час, и автоматической подачей дров пока, если честно, здесь не пахнет. А пахнет здесь тем, что вот эти бревна будут прогорать посередине, и костер этот постепенно будет разваливаться. Первый вывод, который я сделал, это я совершенно зря начальный костер сделал достаточно высокий. То есть я тут выстроил такой полушалаш, и пламя было даже выше, чем вот эта стенка. Загорелось, как было видно, очень весело, активно. Выгорели вот даже промежутки между бревнами. И я считаю, что делать этого не нужно было. Нужно было стартовый костер делать в такой горизонтальной плоскости, чтобы разогрев шел только нижних двух, или максимум 3 бревен. Чтобы вот этого вот обугливания по всей поверхности не было. На мой взгляд, это совершенно ни к чему здесь было. Вывод номер 2 – это то, что стартовый костер нужно разводить по всей длине нижних бревен. Иначе выгорание будет происходить только в средней части. И никакой автоматической подачи дров не получится. Ну что же, опыт. Опыт – это самое ценное. Сейчас я тактику поменяю. Разведу еще раз костерок, подкормлю его и сделаю эту подкормку по всей длине нижнего бревна. Чтобы нижнее бревно выгорало по всей длине, и чтобы, как задумано, как положено, вся эта конструкция постепенно опускалась вниз. Вот произошла первая автоматическая подача дров, и что-то мне такая подача совсем не нравится. Бревна стояли под правильным наклоном, но вот из-за выгорания конструкция начала разваливаться. Как я и говорил в самом начале, как жарко, что никакой автоматической подачи здесь не будет, а костер будет время от времени распадаться на составные части. Ну что же, сейчас я его еще раз поправлю и попробуем добиться нужного эффекта. После того, как я расширил фронт обогрева и вот эту горящую подкормку разместил по всей длине нижнего бревна, началась еще какая штука. Разогрелись поверхности вот этих опорных вертикальных бревен, и там вместе соприкосновения горизонтальных и вертикальных бревен тоже началось горение. Вот это видно, оно достаточно
интенсивно и будет со временем еще больше увеличиваться из-за эффекта взаимного разогрева горящих поверхностей. Вертикальные вот эти опорные бревна из валежника, который взят из-под снега, очень сырой, потому что снег активно тает сейчас, плюсовые температуры. Но тем не менее подсох и начал гореть. И пока мне этот костер совсем не нравится. Возле него, конечно же, очень тепло, потому что горит достаточно много древесины одновременно. На вас смотрит большое количество открытых углей раскаленных. И здесь, ну, прямо как в теплой комнате. Очень хорошо. Тепло, но вот это тепло, оно не стоит пока что. Я не понял этого костра. Это тепло, оно не стоит тех усилий, которые затрачены на подготовку этого костра. Давайте посмотрим дальше, что будет. Может быть, все-таки автоматическая подача дров произойдет так, как надо. Вся эта стенка просто спустится вниз. Ну вот еще одна автоматическая подача дров произошла. Опять не так, как надо. Если от такого костра отойти, а говорят, что можно от него отойти, и потихоньку будет все спускаться вниз. В общем, пока я вижу, что это неправда. Возле костра очень жарко. Вот видно сейчас хорошо, кстати, как обуглились эти опорные бревна. Между горизонтальными и вертикальными очень активное горение идет. И мне этот костер пока совсем не нравится. Я его не понимаю, этого смысла. Сейчас я его еще раз поправлю, дам еще раз шанс. Ну и потом, после третьей автоматической подачи, сделаю окончательные выводы. Очень жарко. Вот совершенно зря горит одновременно столько древесины. Ни к чему это. Дадим костру последний шанс показать, как происходит автоматическая подача по-настоящему, а не так, как было 2 раза. Сейчас они, конечно, в снегу повалялись немножко, но ничего, сейчас все это разогреется и снова загорится. Смотрим дальше. Прошло 3 часа и 10 минут с момента запуска этого костра. Вы все видели сами. Автоматической подачи дров я так и не дождался. Вместо автоматической подачи костер просто разваливается в бесформенную кучу, которую необходимо тут же разбирать, иначе будет идти очень интенсивное горение. Единственным плюсом пока я могу отметить только то, что возле этого костра, конечно же, очень тепло. Когда горел весь этот массив бревен, здесь в 1,5 метрах от него находиться было практически невозможно. Мне казалось, что у меня брови и ресницы сейчас загорятся. Очень глупо сжечь такое большое количество древесины одновременно и при этом находиться от костра в 1,5 или 2 метрах. Те бревна, которые вы заготовили, должны гореть достаточно экономно. Оптимальное расстояние нахождения от костра это где-то 0,7-1 метр. По итогам сегодняшнего эксперимента глубокий философский смысл этого костра мною не постигнут. Мне совершенно не понравилось соотношение времени на подготовку этого костра и отдачу в виде горения. При этом я еще... При этом я еще не заморачивался вот с этими кольями и с поперечной перекладиной, на которую необходимо упирать вот эти вот продольные бревна. Если есть люди, которые им пользуются постоянно и понимают толк, смысл в этом костре, напишите, пожалуйста. Расскажите, какие-то, возможно, мной сейчас сделаны ошибки, и я не получил того, что от этого костра получают люди, делая именно такую конструкцию. Кто-то же первый этот костер нарисовал, и я допускаю, что я его пока просто не понял. Я, конечно же, к этому эксперименту с таким костром типа камин, рефлектор, я еще вернусь. Я попробую сделать его на валежнике. Сейчас было использовано сухое дерево, за исключением вот этих опорных бревен. Я попробую поэкспериментировать с углом наклона этих опорных бревен,
чтобы костер не разваливался. Я попробую сделать стенку пониже в следующий раз, чтобы не было вот этой высоченной стены, которая вся заполыхала сразу же. В общем, я попробую разные варианты. Еще 1, 2, может быть 3 раза я к этому костру вернусь. И потом уже буду делать окончательные выводы. Пока предварительные выводы. Костер достаточно бестолковый, трудоемкий в подготовке, достаточно неадекватный в отдаче. Пока на сегодняшний день мне кажется, что уж если делать костер с отражателем, и чтобы этот отражатель горел, то намного удобнее костер, который я показывал. Костер этот называется стенка. В костре стенка намного меньше времени на подготовку. Достаточно для лайт-режима отпилить всего лишь 3 бревнышка, поставить их за валежину сзади и под ней развести небольшой костерок. Сразу же очень тепло, очень жарко. Горит этот костер в том числе на валежнике. Разгоняется постоянно вертикальной тягой. Очень хорошо разгоняется, то есть будет гореть даже на сырых дровах. В этом видео все очень хорошо показано, посмотрите. На этом эксперимент с костром камин, он же рефлектор, он же американский камин, на сегодня считаю законченным. Надеюсь, что мой труд пропал не зря. Вы своими глазами увидели, как это происходит на самом деле. Всем пока. Увидимся в лесу.